Всем привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. Меня зовут Надя. И в этом видео я буду вязать еще одну сумочку из тонкого шнура вот таким завораживающим узором. Ссылки и промокод на пряжу, а также остальные материалы, используемые в этом видео, найдете внизу под видео в инфобоксе. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и сохраняйте видео к себе в плейлисты для того, чтобы его не потерять. Давайте начинать. Для сумочки мне потребуется два вот таких моточка Caramel Baby. Это 2-миллиметровый шнур, 200 метров, 150 грамм в одном мотке от пряжи Центр. Смотрите, на сумку уйдет ровно 2 мотка. На саму ручку пряжи уже не хватит, поэтому если вы хотите вязаную ручку, то тогда берите 3 мотка. Либо просто сделайте ручку из какого-либо другого материала. Ну или уже готовую можно купить. Крючок я возьму 3 миллиметра. Так, вот он. Молния, карабины. Обо всем я буду рассказывать по ходу видео. Вязание сумочки начинается с донышка. Донышко будет представлять из себя прямоугольник. И вязать этот прямоугольник я буду очень плотным узором. Самым плотным узором, поворотными рядами. Итак, набираю крючком номер 3. 50 воздушных петель для донышка. 1, 2, 3, 4, 5. Петель набрано. Добавляю еще одну петлю для подъема на следующий ряд. Вставляю крючок полукосичку второй петли от крючка, получается, да, вот это вот подъемная, и вот во вторую от нее вставляю крючок, подхватываю рабочую нить и делаю столбик без накида. В следующую полукосичку столбик без накида. Вяжу 50 столбиков без накида до конца ряда. По одному столбику в каждую точку. И самая последняя петля, здесь у меня не узелочек, тоже петля. Первый ряд на этом закончен. Снова делаю воздушную петлю подъема для второго ряда. Поворачиваю немножко изделие вот таким образом, чтобы мне было удобно подцеплять и верхнюю косичку, и нижнюю косичку, да? Вставляю крючок в полукосичку верхнюю, в оставшуюся полукосичку нижнюю, делаю опять обычный столбик без накида, но уже как бы с вкалыванием в две вот этих точки. И снова вяжу 50 столбиков без накида до конца ряда. Подхватываю верхнюю полукосичку, нижнюю полукосичку, вытаскиваю, провязываю верхнюю, нижнюю, вытаскиваю, провязываю. Работаю так до конца ряда. Подхожу к последним петлям в этом ряду, да, в верхнюю полукосичку, в нижнюю полукосичку, делаю столбик без накида. Опять в верхнюю, в нижнюю и опять делаю столбик без накида. И вот последний столбик, 50-й. Смотрите, куда он делается. Вот. Подхватываю верхнюю и подхватываю вот так нижнюю. И снова делаю столбик без накида. Второй ряд на этом завершен. Перехожу к вязанию третьего ряда. Делаю опять воздушную петлю подъема. Опять располагаю изделие вот так в руке, то есть как бы получается я его кверх ногами держу, да, я его держу последним провязанным рядом вниз, да, вставляю крючок в верхнюю полукосичку, и вот нижняя, она провязывалась на предыдущем
шаги в предыдущем ряду за другую полукосичку, и теперь мы будем за оставшуюся провязывать. Вытаскиваю петлю, делаю столбик без накида, да? Опять в верхнюю, в нижнюю, подхватываю, провязываю, в верхнюю, в нижнюю, подхватываю, провязываю, в верхнюю, в нижнюю. Работаю так до конца ряда. Здесь тоже будет 50 столбиков. То есть каждый следующий ряд, он будет идентичен этому. Одна петля подъема и 50 столбиков без накида. Последние петли в этом ряду. Так. Верхнюю в нижнюю. И последняя 50-я петля. Видите, в конце здесь остается 3. Раз, два, три. 3 петли. Вот в первую и третью я вставляю крючок. Вот так. Да? И делаю столбик без накида. Ну и повторяю все снова и снова. Петля подъема. Располагаю вязание как бы наоборот. В верхнюю, в нижнюю и перехожу к новому ряду. Да? Такими рядами нужно будет вязать на нужную высоту. Это получится глубина вашей сумки. Так. Ну и так далее. Провязала я основным узором донышко. Ширина его 25, а высота 10,5. Если посчитать в рядах, считать нужно вот эти рубчики, то с одной стороны у меня 19 рядов, переверну, и здесь тоже 19 рядов. Итого это 38 рядов. И мне нужно сделать еще один финальный ряд. Смотрите, начальный хвостик лежит справа внизу у меня. Итак, последний ряд для донышка. Здесь снова делаю петлю подъема, вставляю крючок в одну перемычку и во вторую, в верхнюю, в нижнюю. Вытаскиваю рабочую петлю и на этот раз делаю не столбик без накида, а соединительную петлю. Да? Опять в верхнюю перемычку, в нижнюю, соединительная петля. Таким образом вот эта ступенька смыкается в верхнюю, в нижнюю, соединительная петля. Мне нужно в этом ряду связать 50 соединительных петель. То есть одна петля подъема и 50 соединительных петель для смыкающегося ряда в конце донышка. Работаю так до конца ряда. До конца ряда я довязала. Здесь делаю последнюю соединительную петлю. На этом донышко закончено. Дальше перехожу к его обвязке по кругу и к вязанию стеночек. Первый ряд стеночек. Делаю петлю подъема на следующий ряд и оказываюсь перед короткой стороной, и сейчас я буду ее обвязывать. Итак, вставляю крючок в уголок, подхватываю рабочую нить, делаю первый столбик без накида. В углах я обычно делаю по 2 столбика без накида. В эту же точку добавляю второй столбик без накида. Вот получается уголочек. Дальше буду вкалывать крючок в каждый ряд. Вот так. Да? Вот были ряды. И в каждое пространство между рядов я вкалываю крючок и делаю столбик без накида. Так работаю до следующего угла. Дохожу до второго угла. Вот эта точка. И сюда также делаю 2 столбика. Раз, два. И перехожу на обвязку длинной стороны. Здесь вкалываю крючок под каждый столбик предыдущего ряда. И также делаю столбики без накида. То есть вот так я вкалываю крючок. Вот они, столбики предыдущего ряда. Вот сюда, смотрите, вкалываю крючок. Здесь хвостик, его не забываю ввязывать в этот ряд, чтобы потом не пришлось его забирать. И по одному столбику в каждый столбик предыдущего ряда. Здесь прибавок, убавок не делаю, работаю до следующего угла.
Дохожу до третьего уголочка, сюда снова делаю 2 столбика. Раз, два. И снова оказываюсь у короткой стороны. Здесь точно так же продолжаю обвязку по одному столбику в пространство между рядов. Раз, два. Точно так же, как и на противоположной короткой стороне. Здесь ничего не меняется. Работаю так до последнего угла. В четвертый уголочек я тоже делаю 2 столбика без накида и перехожу к обвязке второй длинной стороны. Смотрите, здесь косичка и еще полукосичка. Вставляю крючок под полукосичку и под косичку. Под каждую, да? Раз. Вот так. 2. И снова делаю по одному столбику, да, в каждую точку. 3. В идеале на прямых длинных сторонах у вас должно быть по 50 петель. Если это количество будет чуть-чуть другим, то в принципе это не очень принципиально. В общем, работаю так до конца ряда уже, вот до этого угла. Заканчиваю первый ряд, вот сюда делаю последнюю петлю. Немножко вытаскиваю ее, вставляю крючок под первую горизонтальную, подхватываю эту петлю и увожу ее наизнанку. Дальше завожу крючок с лица под первую опять горизонтальную, подхватываю рабочую нить, вставляю крючок в заднюю петлю и провязываю 2 петли вместе. Это получается подъемная петля на следующий ряд. Она заняла у меня одну точку, то место, куда пришлось соединить. Дальше нужно посчитать все вот эти краевые косички и не забыть прибавить к ним соединение. Я пересчитала петли по периметру своего донышка. У меня 141 петля. А мне нужно число кратное 6, потому что узор, которым я хочу вязать эту сумочку, будет кратен 6. Я выбрала число 150, оно кратно 6, и также мне нужно сделать несколько прибавок по короткой стороне, по каждой из коротких сторон. 150 минус 141 получается 9. Значит, вот на этой короткой стороне я сделаю 5 прибавок, а на второй короткой стороне сделаю 4 прибавки. Итак, перехожу к вязанию второго ряда обвязки донышка. Прибавки я буду располагать просто равномерно, как бы на глаз, стараясь соблюсти равное число петель. Но если строго не получится, то ничего страшного. Итак, одна петля готова, дальше вторая, дальше третья, четвертая. И в эту же точку делаю первую прибавку. Раз прибавка. И в эту же точку 2 прибавка. Опять. Раз, два, 3, 4. И вот в следующую точку опять прибавка. То есть через 3, через 4 петли я просто делаю равномерно. Это будет третья прибавка. Раз, два, 3. И в эту же точку добавляю четвертую прибавку и снова раз, два, 3. И вот давайте в четвертую точку сделаю пятую прибавку, да? Считаем. Раз, два, 3, 4, 5. 5 прибавок по одной короткой стороне я сделала. Дальше вяжу без прибавок до следующей короткой стороны. В углах я не делаю уже прибавок, просто как бы по одной петле провязываю в каждом углу. Да? Ну и работаю так до следующей короткой стороны. Так, дошла я до второй короткой стороны и здесь вяжу так. Раз, два, 3 и в четвертую петлю делаю прибавку. Раз, два, опять раз, два, 3 и в четвертую петлю делаю прибавку. Раз,
Но здесь получится у меня, что я сделаю прибавку в каждую четвертую петлю. Раз, два, три и опять прибавка. Раз, два, раз, два, три и в четвертую петлю прибавку. Раз, два. Ну и дальше по одной петле в каждую петлю предыдущего ряда до конца ряда. В конце ряда делаю бесшовное соединение. Последнюю 150-ю петлю провязываю под соединение предыдущего ряда. Вытаскиваю немножко рабочую петлю, завожу крючок под первую горизонтальную, подхватываю рабочую, вывожу наизнанку, немножко подтягиваю, завожу теперь крючок с лица, снова подхватываю рабочую нить, вставляю крючок в заднюю петлю и 2 петли провязываю вместе. Получается и соединение, и подъемная петля на следующий ряд. Рекомендую снова пересчитать количество петель по периметру и убедиться в том, что их 150, что это число кратно 6, для того, чтобы не сбиться дальше в узоре. Хотя следующий ряд мы еще будем вязать просто столбиками без накида, пока без узора. Здесь вяжу по одному столбику без накида в каждую петлю предыдущего ряда. Это получается уже 3-й ряд донышка. Здесь 1 петля подъема получается и 149 столбиков без накида. Итого снова 150 петель. Работаю так до конца ряда. Последний столбик в этом ряду под соединение предыдущего ряда. Так, и снова делаю соединение. Немножко вытаскиваю петлю под первую горизонтальную, увожу петлю наизнанку и теперь добавляю вторую петлю. И 2 петли провязываю вместе. Дальше будет вязаться 4-й ряд. И 4-й ряд я буду вязать уже с узором. Смотрите, первая петля готова. Дальше добавляю еще 4 столбика без накида. Итого 5 столбиков, да, а вот 6-й будет немножко другим. Возвращаю крючок на ряд ниже под 3-ю петлю. Вот так. Подхватываю рабочую нить. Получается, что у меня рабочая петля и длинная петля сейчас на крючке. И дальше на 2 ряда ниже под текущую петлю вставляю крючок вот сюда. Снова подхватываю рабочую нить и снова вывожу длинную петлю. Теперь 3 петли на крючке. Все это провязываю вместе. Получается вот такая елочка. И продолжаю вязать так до конца ряда. Итак, раз, два, три, 4, 5. 5 столбиков без накида. Дальше крючок вот сюда, на ряд ниже, под 3-ю петлю вправо. Вот сюда, да? Вытаскиваю 1 длинную петлю и дальше на 2 ряда ниже под текущий столбик, то есть вот сюда, и 2 длинную петлю, и 2 петли вместе. Ну и работаю такими елочками до конца ряда. Здесь вот смотрите, после провязывания стежка елочки будьте внимательны, чтобы не сделать лишних петель, да? Вот 5 столбиков я связала, снова под 3-ю, раз, и на 2 ряда ниже 2. И вместе. Вот здесь эту елочку не нужно отодвигать вправо. Под ней будет петля, в которую нет столбика без накида. Эта елочка должна накрыть эту петлю, и 5 столбиков мы начинаем делать дальше, да? Иначе, если вы отодвинете елочку вправо и сделаете в нее столбик, у вас просто увеличится число петель, и вязание пойдет на расширение. В общем, работаю такими елочками до конца ряда. Елочка последнего раппорта в этом ряду, она приходится на соединение предыдущего ряда. Итак, на 3 петли на ряд назад, 1 длинная петля и на 2 ряда ниже под текущую петлю 2 длинная петля. Провязываю все это вместе. Дальше делаю соединение. Немного вытаскиваю петлю под первую горизонтальную, подхватываю рабочую петлю, вывожу ее наизнанку,
И с лица завожу крючок, вывожу еще одну петлю, 2 петли провязываю вместе. Первая подъемная петля, на следующий ряд готов. Все последующие ряды будут вязаться так, как будет вязаться этот 5-й ряд. Итак, 1 петля готова. Получается, что первую петлю мы делаем на шаг влево от первой петли предыдущего ряда. И таким образом стык наших рядов с каждым рядом будет уходить влево. Точно так же, как и вот эта елочка, она тоже будет уходить влево. И так как здесь все уходит влево, то нам не придется смещать никаким образом этот раппорт. То есть снова повторяю 5 петель, 1 готова, повторяю еще 4. 1, 2, 3. И вот она 4-я, да? 4-я, а по счету уже 5-я, да? Их 5. И получается дальше идет елочка, то есть каждая следующая елочка будет идти за елочкой предыдущего ряда, она будет ее огибать. Итак, смотрите, опять на 3 петли вправо, на ряд ниже вставляю крючок, вытаскиваю одну длинную петлю и на 2 ряда вниз, вот сюда. Здесь можно легко ориентироваться по елочке предыдущего ряда. Подхватываю, вытаскиваю 3 петли вместе и снова 5 петель. 1, 2, 3, 4. Видите, 5-я всегда приходится в вершинку елочки предыдущего ряда. 5. Затем на 3 петли на ряд вправо. 1. И вот сюда на 2 ряда вниз под текущую петлю. 2. И работаю так до конца ряда на нужную высоту. Высоту я связала 29 рядов. Считать нужно вот эти горизонтальные елочки. У меня их получается 29. В сантиметрах это 16,5 сантиметров. И дальше я начну делать планки. Планки у меня будут слитные с сумкой, и узор тоже должен совпадать. Последний ряд, последний 29 ряд, я сюда повесила маркер, но я просто должна его закрыть по-другому. Вытаскиваю рабочую петлю последнего ряда наизнанку, делаю ее побольше и вставляю в нее клубочек. Просто закрываю этот ряд узелковым методом. Все, ряд у меня получается закрыт. Дальше мне опять понадобятся маркеры. Я сгибаю сумку пополам, слежу, чтобы было ровно, да, чтобы это была ровно середина и это была ровно тоже середина. Вот здесь вот с краев тоже на глаз все смеряю. И дальше от сгиба отсчитываю в одну сторону 6 петель, вешаю маркер, и в другую сторону 6 петель. И таким образом у меня получается сбоку отмечено 12 петель, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот сюда повешу маркер. И вот сюда повешу маркер. Всего в круге у меня 150 петель. С этой стороны мне тоже нужно отметить 12. Значит, отсчитываю от маркера, от розового 63, вешаю маркер на 64 петлю. И от оранжевого тоже отсчитываю 63 петли и вешаю маркер на 64 петлю. Таким образом, с этого края у меня тоже будет отмечено маркерами 12 петель. Разметку маркерами я сделала, и планку я буду вязать сначала с одной стороны между 2 розовыми маркерами, а затем с другой стороны между оранжевым и голубым маркером. Итак, подхожу к розовому маркеру, вставляю крючок. Нить я не обрезаю, вставляю крючок в петлю, следующую за маркером. Вот так. Подхватываю рабочую нить, вывожу ее, делаю первую подъемную петлю. Здесь я буду вязать по рисунку, постараться продолжить свои елочки. То есть вот сейчас у меня должна быть елочка, да, должна пойти влево елочку, но здесь у меня нет ряда, поэтому я сделаю следующим образом. Вниз я елочку сделаю по рисунку. Вот, дальше 5 одиночных петель. Нитку не забываю прокладывать. Вот эту нитку, которую я отложила, надо проложить внутри ряда. Снова считаю. 1, 2, 3, 4,
5. И по рисунку у меня здесь елочка. На 3 петли назад и вниз, да? Работаю так до следующего маркера. Опять 5 петель, елочка. Последняя елочка в этой планке. Назад, вниз, вместе. И заканчиваю этот ряд я в петлю перед маркером. То есть вот у меня последняя петля будет. Это просто столбик без накида, да? Его, чтобы он не упал, смотрите, я возьму еще один маркер и вешаю маркер вот на эту петлю, чтобы она никуда не упала. Вот так. И подтягиваю. И дальше я буду вязать поворотными рядами, но если я просто разверну ряд, то мой рисунок собьется. Поэтому я просто беру эту нить и вот так вот прокладываю вдоль ряда. Вот так вот, да? Аккуратненько, чтобы без натяга, чтобы точно хватило. Дохожу до первой петли. Ничего я не обрезаю. Вставляю крючок в первую петлю. Это была подъемная петля в предыдущем ряду. Подхватываю рабочую ниточку. Делаю опять первую петлю подъема. Дальше столбик без накида, а нить, которую я проложила, я ввязываю внутрь этого ряда. Да? Вот он, столбик. Дальше опять, смотрите, у меня по рисунку идет елочка, но вправо мне сделать вот эту горизонтальную иголку некуда, поэтому просто делаю вниз. Вот так. И продолжаю работать по рисунку. Раз, два, три, 4, 5. И елочка. Работаю по рисунку до конца ряда. В конце ряда точно так же откладываю петлю, чтобы она никуда не упала. И всего таких рядов для планки нужно сделать 4. Я сделала 2, значит еще мне нужно будет сделать еще 2. Дохожу до конца второго ряда и здесь делаю столбик без накида, как обычно, но смотрите, его не провязываю сначала до конца, возвращаю на крючок вот эту открытую петлю, которую, помните, мы откладывали в начале ряда, чтобы она никуда не упала. Так, вот. И теперь доделываю этот столбик без накида, да? Здесь получается вот такой краешек, и как бы петля вот эта закрылась финальная. И край получился красивым. Снова вешаю на петлю, на открытую петлю маркер, чтобы она не упала. И возвращаюсь вот точно так же, прокладываю нить, перехожу к вязанию третьего ряда. Ну и, как я уже сказала, таких рядов нужно связать 4. После того, когда планка довязана, нужно вытащить нить через последнюю петлю и оставить длинный хвостик. У меня, наверное, это сантиметров 60-70 для того, чтобы пришить вот эти вот боковушки планки к самой сумке и для того, чтобы пришить полукольцо. С противоположной стороны нужно связать точно такую же планку, точно так же из 4 рядов и тоже здесь вот оставить длинную нить. Размер моего полукольца 4 сантиметра. Прикладываю его к сумке и к боковушкам. Вот так. А нить, смотрите, получается в центре. Но я просто ее увожу в бок. Да? Вставляю крючок. Смотрите, полукольцо. И вот здесь вот в первую подъемную петлю от планки. Первую петельку от основной части я пропускаю и вставляю крючок во вторую петлю от основной части. Вот так. Подхватываю рабочую нить и вывожу нить через все, и через планки, боковушки, и через полукольцо. Делаю петлю подъема. Пришивать буду обычными столбиками без накида. Опять в следующую подъемную петлю. Вот она, подъемная петля. В следующую горизонтальную косичку. Не забываю нить тоже прокладывать внутри ряда. Подхватываю рабочую нить, столбик без накида. Так, опять в следующую подъемную косичку, в следующую горизонтальную петлю, столбик без накида. И еще одна, последняя, 4-я подъемная косичка, горизонтальная петля, столбик без накида. Одну планку я пришила. Дальше у меня должно быть 2 петли. Это просто 2 горизонтальные косички без второй планки связанных. Так,
Здесь все плохо видно. Я фактически на ощупь работаю. Раз и вторая. 2. И оказываюсь я у второй планки. И здесь точно так же. У меня остается 5 горизонтальных петель и 4 краевых косички. Одну горизонтальную петлю я оставлю вот в складке, как бы она будет не пришита, но не забываю подхватывать и полукольцо, да. Опять в косичку, в последнюю в ряду, в кромочную косичку основы. Подхватываю, столбик без накида. Опять в косичку. Так. В кромочную косу подхватываю, столбик без накида. 2 петли, да, и еще 2 нужно провязать. Опять в косичку, в кромочную косу, столбик без накида. И последнее. Очень все здесь плотно. В косичку последнего ряда, в кромочную косу, столбик без накида. Нить вытаскиваю. И затем я с помощью иголки спрячу эту нить в вязаных рядах. Вот смотрите, как получается пришито. Здесь вот есть небольшое расстояние между планками. Сюда войдет молния, и, соответственно, она это расстояние скроет. Поэтому здесь я оставляла специально 2 петли только по основной части, без пришивания планок. С этой стороны точно так же пришиваю планки и точно так же креплю полукольцо. Дальше остается пришить молнию. Я прикрепила молнию с помощью прищепок. Пришивать буду обычной иголкой вручную. Здесь вот в конце у своей молнии я удалила лишние звенья, чтобы вот так легко загнуть ее. Да, этот шнур очень мягкий, его можно легко пришивать и обычной иголкой вручную, а можно и на бытовой швейной машинке. Повторю, шнур мягкий, любая бытовая швейная машинка с легкостью справится с этой задачей. Сперва я хотела пришивать молнию вручную, но потом решила все-таки воспользоваться машинкой. Поэтому вручную я делаю только наметку молнии к тем местам, где она будет пришита, а затем уже прокладываю основной шов на машинке. Здесь показываю, как моя швейная машинка справляется с такой толщиной. До толщины здесь фактически и нет. Повторюсь, этот шнур очень мягкий и очень легко его шить. И любая швейная машинка справится с этим швом. Вот так аккуратно получается пришита молния в финальном варианте моей сумочки. Подкладки в моей сумке пока нет, но я обязательно сделаю для этой зеленой сумки точно такую же подкладку, как я делала вот для этой фиолетовой сумки. Остается лишь прикрепить сюда какую-нибудь ручку. Повторюсь, на вязаную ручку мне не хватило материала, поэтому, наверное, я возьму какую-то отдельную ручку-цепь или еще какую-нибудь. По размерам. Итак, ширина донышка 23, да, глубина 12 и высоту от края донышка до начала молнии буду измерять приблизительно 18,5, может быть 19. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Не забывайте про свои лайки, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать мои следующие видео, мастер-классы. Спасибо за внимание. Пока-пока.